Алексеевич, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с толерантностью. Сейчас детям внушают, что все хорошо, и все имеют право на свое мнение, в том числе и сексуальные меньшинства. Дело в том, что это понятие толерантности, оно может иметь, по крайней мере, два смысла. Узкий смысл и широкий. Толерантность, значит, терпимость. Мы можем быть терпимы к убийствам? Нет, вы что вы. Нет. К воровству? Нет. Совершенно бандитскому и хамскому поведению окружающих людей? Нет. Так, обратите, что мы подразумеваем под толерантностью тогда? Терпимость к чему? А если к сатанизму? Как, мы должны быть терпимы или нет? Начинают думать. Ну как же, это же его мировоззрение. Дело вот в чем. Я могу и должен относиться с терпением или с терпимостью, если хотите, к человеку и понимать, что он имеет право, и я не могу у него отнять право на любое мировоззрение, но я никогда не могу быть терпимым к тому мировоззрению, которое несет зло человеку. Нельзя смешивать эти вещи. Нельзя. Я могу сочувствовать этому пьянице. Да, бедняга попал, но я никак не могу быть терпимым к пьянству. Я могу даже, если хотите, состраданием отнестись к этому вору, но я никогда не могу быть терпимым к воровству. Так и в плане науки, посмотрите. Если ученые будут безразличны к тем теориям, которые возникают, тогда никакой науки не будет. Посмотрите, какие у них дискуссии, какие споры между собой у них происходят. Какая теория правильная, а какая ложная. Это естественно. Без этого наука не может двигаться. Спорят, осуждают, рассуждают вовсю. Религия – та же наука. Та же самая наука, только касается другой сферы. Почему это в медицине спорят, в физике спорят, в астрономии спорят, а в религии вдруг нет? Почему? Так и здесь. Я, пожалуйста, могу относить к человеку других религиозных убеждений и должен относиться как? С полным благожелательством, с уважением его достоинства. Но я тут же могу и обязан говорить, в чем я не согласен вот с таким-то религиозным воззрением. Это естественно. Это мое тоже право, вы слышите? Право. И когда вдруг говорят, что мы должны быть терпимы, то есть ничего не говорит, что сатанизм – это плохо, это я не понимаю. Почему это такое? Почему? Почему мы говорим, что Солнце вращается вокруг Земли? Мы говорим, это неверно. Как вы смеете это говорить? А если человек так убежден? Вы знаете, в Англии есть клуб так называемых плоскатиков. Клуб чудаков, которые утверждают, Земля плоская, как блин. Им говорят, слушайте, посмотрите, вот со спутника же фотографии. Ну и что фотографии? Все можно сейчас сделать фотографии. Плоская Земля. Пожалуйста, вот горизонт, идите, и вы увидите, что плоская. Никакой, и нет никакой шарообразности. И что мы должны? Скажите, имеем мы право не соглашаться с ними и говорить, что нет, это неверно, или не имеем права? Не будем смешивать. Одно дело – моя толерантность в отношении человека и его право иметь какие угодно убеждения. Другое совсем дело, когда касается самого убеждения. Здесь мы имеем полное право на взаимную критику, взаимное обсуждение. Иначе науки не будет. Крест на науке. То же самое и на религии, потому что религия является наукой. И каждая из религий представляет из себя
свою научную теорию. Научная теория вот такая. Например, в буддизме Бога нет. Ну ладно, да, такова ее научная теория этого мировоззрения. Понятно? Или Бог там никакой не троица, а один Бог. И что мы должны? Имеем мы право? Имеем, конечно. Полное право должны иметь на анализ и критику тех мировоззрений, с которыми я не согласен. Вот так, что такое толерантность.